Всем привет! Сегодня мы разберемся в одном из самых, пожалуй, неправильно понимаемых конфликтов начала 20 века. Речь пойдет о русско-японской войне. Но не о самих битвах. Нет, мы копнем гораздо глубже, чтобы понять ее истинные корни, которые уходят в прошлое на целое десятилетие. Вот какая картинка обычно возникает в голове, когда говорят об этой войне. Ночь, Порт-Артур, японские миноносцы внезапно атакуют русскую эскадру. Коварный вероломный удар, который, казалось бы, и стал причиной всего. Но так ли это было на самом деле? На самом деле, совсем не так. Та атака на Порт-Артур была не причиной, а скорее финальным аккордом, результатом долгой драмы. И чтобы понять, почему война стала практически неизбежной, нам нужно отмотать время назад, на 10 лет назад, в 1895 год. Именно там и тогда была заложена та самая мина замедленного действия. Итак, как мы построим наш разбор? Сначала развеем миф о внезапности. Затем заглянем прямиком в 1895 год. Увидим ту самую первую трещину. Потом разберемся, почему Корея и Маньчжурия стали настоящим яблоком раздора. Определим точку, после которой пути назад уже не было. И в итоге поймем, почему война оказалась вполне логичным, а не каким-то случайным исходом. Что ж, начнем с главного – с мифа о внезапной войне. Тут ключевая мысль очень проста. Чтобы по-настоящему понять конфликт, нужно смотреть не на искру, которая все подожгла, а на пороховую бочку, которая копилась годами. И вот, собственно, наш главный тезис. Атака 1904 года — это кульминация, а не начало. Она была, можно сказать, запрограммирована всей предыдущей логикой событий, вот этими долгосрочными факторами и абсолютно несовместимыми интересами двух держав. Как же так получилось? Итак, первая трещина. Год 1895. Именно здесь, в результате так называемой тройственной интервенции, были посеяны те самые семена будущего большого конфликта. Давайте просто проследим за событиями, как быстро все произошло. Апрель 1895-го. Япония только что победила в войне с Китаем. По мирному договору она получает стратегически важнейший Лиадунский полуостров. Но проходит всего несколько дней, и тут на сцену выходят Россия, Франция и Германия, и они, по сути, заставляют Японию отказаться от этого приобретения. Для японцев это было не просто обидно, это было настоящее национальное унижение. Но знаете, дело было даже не в самой потере территории. Ущерб был гораздо глубже, он был системным. Япония выучила очень жесткий урок. Оказывается, даже чистая военная победа и официальный международный договор не могут гарантировать твои интересы, если против выступают крупные европейские державы. Дипломатия в их глазах стала крайне ненадежным инструментом. А теперь давайте посмотрим на карту. Где же находился эпицентр будущего столкновения? Это, конечно, Корея и Маньчжурия. И вот тут прекрасно видно, как абсолютно рациональные, на первый взгляд, цели двух стран неумолимо вели их к прямому столкновению. И вот в чем была суть неразрешимой проблемы. Для Японии и Кореи была вопросом жизни и смерти. Они ее называли кинжалом, направленным в сердце Японии, если этот кинжал окажется в руках враждебной державы. А для России Маньчжурия была просто зоной логичного, рационального, экономического и стратегического расширения. Один взгляд — это вопрос выживания, другой — вопрос экспансии. Эти два взгляда просто не могли сосуществовать мирно. И это, кстати, классический пример того, что в политологии называют дилеммой безопасности. Звучит сложно, но на деле все просто. Россия, укрепляя свои позиции в Маньчжурии, делала это для собственной безопасности и выгоды. Но Япония видела в этих же самых действиях прямую смертельную угрозу своим жизненным интересам в Корее. И получался замкнутый круг. Каждое рациональное действие одной стороны лишь усиливало страх и напряженность у другой. Но почему же нельзя было договориться? Ведь попытки-то были. Шли разговоры, например, о варианте Маньчжурия в обмен на Корею. Проблема была в том, что пока шли переговоры, Россия продолжала наращивать свое военное присутствие на Дальнем Востоке. И для японцев это означало, что время работает против них. Любой компромисс казался лишь отсрочкой, пока их собственная стратегическая позиция с каждым днем только ухудшается. И вот мы подходим к моменту, когда весы окончательно качнулись в сторону войны. Какие же факторы сделали войну для Японии не просто возможным, а, как ни странно, вполне логичным выбором?
И здесь можно выделить три, скажем так, ключевых шага к войне. Во-первых, это англо-японский союз 1902 года. Он, по сути, оставил Россию без потенциальных союзников в этом регионе. Во-вторых, и это очень важно, систематическая глубокая недооценка Японии со стороны российского руководства. И, наконец, в-третьих, тот самый фактор времени, знаменитое окно возможностей, которое для Японии начало стремительно закрываться. И вот эта недооценка — это крайне важный момент. Давайте посмотрим, из чего она складывалась. В Санкт-Петербурге царила почти полная уверенность, что армия у японцев слабая, что ресурсы у них вот-вот закончатся, что долгую войну они вести просто не смогут. Ну и, конечно, считалось, что они никогда, ни за что не посмеют напасть на великую европейскую державу. Эти стереотипы, отчасти расовые, отчасти культурные, полностью исказили реальную оценку угрозы. И вот он, решающий фактор — Транссибирская магистраль. Японское командование прекрасно понимало, как только эту дорогу достроят и полностью введут в строй, Россия сможет перебрасывать на Дальний Восток огромные силы, причем очень быстро. Баланс сил изменится раз и навсегда, и уже не в пользу Японии. Это был настоящий обратный отсчет, который создавал огромное давление. Ощущение было такое: действовать нужно сейчас, или будет уже поздно. Что ж, давайте теперь соберем все эти кусочки пазла воедино. В последнем разделе мы посмотрим на анатомию этого конфликта и поймем, почему война в итоге стала логичным шагом. Если разложить все по полочкам, картина получается очень ясная. В чем была глубинная фундаментальная причина? Это неразрешимый конфликт интересов в Корее и Манчжурии. Что стало условием, которое сделало войну вообще возможной, это дипломатическая изоляция России благодаря союзу Японии с Англией. Ну а что стало непосредственным поводом? Всего лишь окончательный срыв переговоров в конце 1903 года. Это была та самая последняя капля. Так что же получается? Главный вывод здесь вот какой. Большие войны редко начинаются из одной ошибки или провала переговоров в последний месяц. Русско-японская война — это ярчайший пример того, как конфликт вызревает годами, как он растет из накопленных противоречий, из старых обид. И главное, из структурного столкновения интересов, где компромисс уже невозможен. И в заключение мысль, которая, по-моему, идеально все это объясняет и является почти универсальной формулой. К 1904 году для Японии цена бездействия, то есть цена пассивного наблюдения за тем, как Россия становится все сильнее и сильнее на Дальнем Востоке, эта цена стала казаться выше, чем огромный колоссальный риск войны с Европейской империей. И вот в этот момент, когда цена риска становится меньше цены бездействия, система неизбежно движется к силовому решению. Это урок не только о прошлом, но и о том, как в принципе работают большие конфликты.